Вас когда-либо удивляло, что современных птиц и устрашающих динозавров связывает древняя группа под названием тероподы? Да-да, ваши милые попугаи, дальние потомки тех самых страхоносцев с острыми когтями и зубами, известных как тираннозавры и велоцирапторы. Необычные, правда? Эти гиганты царствовали над землей в меловом и юрском периодах, но их мир был более разнообразным и необычным, чем вы могли себе представить. Травоядные завроподы могли с легкостью выстроить лес, глядя сверху вниз с их длинных шей, подобно живым башням среди зеленых просторов. Их изогнутые хищные братья, тероподы, выделялись мощными когтями, способными легко разрывать плоть. Когда мы говорим о загадках и мистике, это не просто вопросы безответные. Ученым удалось найти настоящие пуховые покровы у некоторых тероподов, что подразумевает теплокровность, составляющую часть их удивительной экологии. Многие детали их поведения и социальной жизни до сих пор интригуют ученых и остаются неразгаданными страницами истории. Все это делает динозавров не просто предметом изучения, но и настоящей загадкой, которую наука продолжает распутывать. Присоединяйтесь к нашему исследованию, чтобы открыть для себя мир, полный интригующих открытий. Вероятно, вам не терпится узнать, как динозавры взаимодействовали в своих социальных группах. Социальное поведение гигантов. Среди динозавров были как одиночки, так и те, кто выбирал жизнь в стадах. Например, завроподы могли объединяться в группы, достигающие нескольких десятков особей. При этом разновозрастные динозавры занимали разные роли. Однако сложные социальные структуры, как у современных слонов, остаются под вопросом. Хищники, такие как известные тероподы, часто вели себя более независимо, иногда объединяясь в небольшие группы для охоты. Прямых доказательств их сложного социального взаимодействия мало, что не мешает ученым строить теории, основываясь на современных рептилиях и птицах. Тем не менее, свойство молодых динозавров собираться в отдельные группы может говорить о каком-то уровне социальной жизни. Что касается трицератопсов и их когорт, их знаменитые рога, безусловно, служили инструментом демонстрации или защиты, но конкретные ритуальные действия остаются на уровне гипотез. Взаимодействие между динозаврами предполагалось с помощью примитивных акустических сигналов, но это скорее предположение, чем подтвержденный факт. Сложные общественные взаимодействия динозавров изучаются с помощью самых современных методов палеонтологического анализа и компьютерного моделирования. Это позволяет предполагать формы координации у некоторых видов, задействующих тактики групповой охоты. Но как этот мир объединенных гигантов мог устанавливать свои охотничьи маршруты, вот загадка, которая манит исследователей все дальше и дальше в прошлое. Охотничьи стратегии. Тираннозавр Рекс, один из самых грозных хищников древнего мира, разрабатывал свою стратегию охоты, полагаясь на разрушительные способности своей челюсти. Его укус мог раздавить кости, и он использовал это преимущество для охоты на более крупных динозавров, что сделало его настоящей вершиной пищевой цепи. Исследования показывают, что у этого гиганта была редкая способность охотиться в одиночку, полагаясь на свои физические преимущества, в то время как другие динозавры применяли разнообразные тактики добычи пищи. Когда дело касалось велоцирапторов, небольших тероподов, существовали предположения, что они охотились группами. Безусловно, такая коллективная охота могла увеличивать шансы на успех, хотя прямых доказательств координированной тактики нет. Однако находки массовых скоплений костей дают возможность предположить, что они могли действовать подобно современным социальным хищникам, пользуясь преимуществами скрытности и внезапности нападения. Спинозавры, напротив, были уникальными в своих охотничьих подходах. Их длинные черепа и мощные когти предназначались скорее для рыболовства, нежели охоты на суше. Биомеханические исследования показывают, что они были приспособлены к охоте у воды, используя свое мастерство для ловли добычи, скрывающейся в глубинах рек. Такие разнообразные охотничьи стратегии демонстрируют эволюционную специализацию динозавров, каждая из которых заняла свою нишу в жестоком конкурентном мире. Но даже самые преданные охотники не могли оставаться на одном месте долго. Они постоянно перемещались в поисках ресурсов, что открывает следующую, не менее интригующую главу их жизни. Загадка миграции. Когда мы говорим о миграции динозавров, важно помнить, что наш взгляд на их передвижение по земному шару скрыт под пластами времени. Несмотря на то, что ученые находят следы, указывающие на движение стад, понятие массовой сезонной миграции, как у современных животных, остается гипотезой. Эти следы могут означать временные скопления особей, а не постоянные пути, которые указывают на крупные стада свыше сотни животных. Что касается тираннозавров, они часто изображаются как одиночки, но новые данные подсказывают, что эти тероподы могли иметь более сложное социальное поведение
поведения. Однако предположение об их возможном следовании за мигрирующими травоядными до сих пор лишь интересная гипотеза без однозначных доказательств. Важно отметить, что условия мезозойского периода с его вулканизмом и изменениями уровня моря предполагали перемены среды, которые могли влиять на миграции динозавров. Однако прямые доказательства миграции, вызванных такими изменениями, также остаются в области предположений. Стоит подчеркнуть, что это не исключает возможности, что динозавры перемещались ради поиска пищи и более безопасных областей, как инстинктивная реакция на изменения окружающей среды. Вырастающая за этим темы о размножении и ухаживании также хранит множество недосказанностей. Вопрос о том, как динозавры находили себе пару, по-прежнему интригует исследователей. Это почти вуаль тайны. Какие бы повадки ни формировались в период их существования, важно помнить, что мы только начинаем раскрывать эти древние секреты, и каждый шаг нашего понимания ведет к новым и захватывающим открытиям. Поперед нам неизвестный пейзаж отношений и ритуалов, таящий следы глубинных инстинктов древних гигантов. Ухаживание и брачные ритуалы. Итак, давайте окунемся в мир брачных обычаев динозавров, загадочных и очаровательных. В хребте динозавров в Колорадо были найдены следы, которые, как считают ученые, свидетельствуют о сложных ритуалах ухаживания. Находки включают, среди прочего, отпечатки, указывающие на групповые танцы и бросание грязи среди динозавров, предположительно родственников тираннозавров. Эти свидетельства открыли новое понимание поведения древних хищников. Перейдем также к оперению. Находки пигментированных перьев помогают предположить, что некоторые пернатые динозавры, возможно, использовали яркие цвета для привлечения внимания. Однако это, вероятно, применимо лишь к небольшим видам, близким птицам, а не ко всем динозаврам. Что касается звуков, их использование остается гипотезой, подкрепленной наблюдениями за птицами и крокодилами, родственниками динозавров. Общение через примитивные звуки могло играть роль в социальной жизни этих гигантов, однако окаменелые следы этого поведения еще предстоит найти. Попробуем также понять, как динозавры могли спариваться. В своих реконструкциях ученые предполагают, что их поза, вероятно, напоминала методы современных рептилий и птиц, хотя это остается в рамках гипотез. Даже при отсутствии прямых доказательств, восстанавливать кусочки этой загадочной головоломки всегда захватывающее путешествие. Дальнейшие исследования и технологические достижения со временем могут пролить больше света на эти таинственные ритуалы. А пока давайте углубимся в то, как изменяющиеся климатические условия привели к порождению новых адаптационных форм поведения среди древних гигантов. Изменение климата и адаптация. Представьте себе мир, где ранние динозавры впервые начали появляться в триасовом периоде около 230 миллионов лет назад, когда климатические условия уже начали формировать их судьбу. Эти древние гиганты рождались в условиях, когда Земля еще приходила в себя после пермского вымирания, катастрофы, уничтожившей большую часть всех видов. Вулканическая активность и повышение уровня моря – все это было прелюдией к грядущему расцвету эпохи динозавров. Климат этих времен стимулировал адаптацию и эволюцию. В юрском периоде, когда климат стал более теплым и влажным, динозавры начали увеличиваться в размерах, заняв господствующее положение на Земле. Эти изменения дали им возможность адаптироваться и освоить новые регионы. Позднее, в меловом периоде, климат стал более разнообразным, чередуясь от теплого до холодного, что привело к невероятным скачкам в биоразнообразии. Некоторые динозавры, например, кератопсы, развивали рога и щитки не только для защиты, но и как элемент социальных взаимодействий. А позже, в юрском периоде, возникает идея теплокровности, которая позволила некоторым видам расселиться по множеству климатических зон, включая более прохладные регионы. Однако, постоянное движение за пищей не всегда подразумевало массовой миграции. Скорее, это приводило к изменению пищевых предпочтений и поведенческих стратегий. Так, вместо многокилометровых скитаний, они адаптировались к доступным ресурсам и условиям. Все эти удивительные трансформации в конечном итоге подводят нас к интригующим открытиям и находкам, которые палеонтологи продолжают исследовать, сталкиваясь с новыми загадками. Какие тайны скрывают останки, которые до сих пор оставляют ученых в изумлении? Впереди еще множество удивительных открытий. Необычные находки палеонтологов. Некоторые найденные останки озадачили ученых, предложив новые удивительные перспективы. Начнем с находок пигментированных перьев в Северной Америке, вызывающих интересные гипотезы о ярких цветах у некоторых небольших видов динозавров. Эти открытия связаны с работой Мэри Швайцер в начале 21 века, и мягкие ткани выявили возможность сохранения сложных биологических структур на протяжении миллионов лет. Монгольские экспедиции, начавшиеся уже в 20-х годах прошлого века, продолжаются и в 21 веке. Они привели к обнаружению новых видов, таких как альварезавр мононикус, но без обнаружения мягких тканей.
Эти находки укрепляют научное понимание и стимулируют дебаты. Торбиозавры и протоцератопсы, как и пинокозавры, веками приковывали внимание палеонтологов своими цепочками кладок яиц. Эти записи детального детства монгольских динозавров проливают свет на их способы размножения, которые оставались исключительно яйцекладными. Интересно, что некоторые находки содержимого желудка помогли исследователям более тщательно изучить диету древних гигантов. Обнаружение остатков мелких организмов внутри желудка добавляет нового понимания в вопрос о пищевых предпочтениях, напоминающих современные рептилии. Каждая из этих находок, словно осколки древней мозаики, раскрывает перед нами частицы прошлого. Они сохраняют загадку, манящую новых исследователей все глубже в историю Земли. Далее мы увидим, как вечное соревнование за выживание привело динозавров к поиску новых способов защиты от опасности их времени. Защита от хищников. Окунитесь в мир, где стратегия защиты определяла выживание. Многие динозавры использовали уникальные методы для защиты от хищников. Анкилозавры, например, густо усыпанные бронированными пластинами, использовали свои массивные хвосты со шипами как оружие против крупных хищников, таких как тираннозавры, которые обитали в меловой эре. Эти пластины предоставляли отличную защиту, хотя, конечно, не обещали полной безопасности. Стегозавры с их знаменитыми костными пластинами и грозными хвостовыми шипами также использовали эти черты для своей обороны и устрашения. Хотя можно спорить, насколько хорошо они справлялись в нападении, их массивные защитные механизмы, несомненно, служили для отпугивания хищников. Трицератопсы с их знаменитым костяным воротником и длинными рогами, вероятно, применяли эти ресурсы как в защитных целях, так и в социальных взаимодействиях, отстаивая свою территорию или свою роль в группе. Считается, что такие адаптации появились задолго до возникновения тираннозавров и использовались для противостояния множеству хищников юрского и мелового периода. Сохранившиеся следы говорят о том, что некоторые динозавры действительно могли применять камуфляжную окраску для маскировки среди растительности, что помогало избежать обнаружения хищниками. Хотя непосредственные доказательства такой окраски до сих пор редки, ученые продолжают находить взаимосвязи с современными рептилиями и птицами, их легшими на изучение потомками. Множество предположений также касается и территориального поведения. Современные исследования показывают, что некоторые группы динозавров могли проявлять территориальные инстинкты, защищая свою территорию или ресурсы. Хотя точные доказательства остаются гипотетическими, палеонтологи продолжают изучать это направление. Изучение всех этих стратегий демонстрирует, как территориальное поведение и механизмы защиты формировались в течение миллионов лет, выворачивая прошлое нашим пониманием о динозаврах, несомненно удерживая интерес к их загадочным мирам живым и насыщенным неожиданностями. Отправимся дальше и узнаем, какие же тайны скрывались за территориальными инстинктами these легендарных существ. Территориальные инстинкты. Территориальное поведение у динозавров — это сфера полная загадок, глубина которой до конца еще не раскрыта. Хотя палеонтологи предлагают, что динозавры могли использовать территориальные метки, это остается гипотезой, частично основанной на изучении современных рептилий. Вероятно, некоторые динозавры патрулировали свои земли, охраняя доступ к ресурсам и избегая конфликтов. Однако необоснованно утверждать о ароматных метках, потому что прямых доказательств такой практики не найдено. Что касается использования звуковых сигналов, такие идеи основаны на косвенных данных формы их черепов, предполагающих возможность звуковой коммуникации для предупреждения вторжения. Но это тоже скорее научная гипотеза, а не установленный факт. Когда происходили территориальные стычки, основным их предметом, вероятно, были ресурсы и контроль условий обитания. Найденные окаменелости вселяли впечатление, что некоторые динозавры проявляли агрессивность друг к другу, проявляя повреждения зубов и костей, открывая для исследования сложные нюансы внутривидовых конфликтов. Эти находки раскрывают перед нами новые стороны жизни древних гигантов, таинственно взаимодействующих с миром вокруг. Они дают ключи к пониманию столь сложного и порой жестокого существования. Территория была не просто физическим пространством, а важнейшей частью их жизни, которую они защищали с поразительной изобретательностью. Наше исследование еще в полном разгаре, ведь впереди разговор о самом загадочном событии — исчезновении динозавров. Комплексная сеть факторов, включая изменение климата и гигантское столкновение с астероидом, могли оставить свои следы в костях и напоминаниях о темных эпохах прошлого. Как это формировало их судьбу — тема будущих открытий. Самые таинственные исчезновения.
События, случившиеся 66 миллионов лет назад, по-прежнему остаются одной из величайших загадок Земли. Примерно в это время огромный астероид обрушился на полуостров Юкатан в современной Мексике, оставив после себя Чиксулубский кратер. Эта катастрофа стала роковой для многих живых существ, включая наших любимых динозавров. Частицы пыли и газа, поднявшиеся в воздух, блокировали солнечный свет, вызвав глобальное похолодание, за которым последовало потепление из-за выработки парниковых газов. Однако роль в этом событии сыграла не только космическая катастрофа. На территории современного индийского Деканского плато в то время происходили мощные извержения вулканов, известные как Деканские трапы. Эти извержения, возможно, способствовали изменению климата Земли, добавляя хаос в уже нарушенные экосистемы. Крупные пернатые хищники, мелкие травоядные и даже морские динозавры, практически все динозавры вымерли, за исключением их потомков, которых ныне именуют птицами. Атмосферные изменения, как и деятельность вулканов, по-видимому, создавали идеальный шторм из факторов, приведших к массовому вымиранию на границе мелового и палеогенового периодов. Эта граница знаменует собой важные изменения в биосфере, которые оставили нам живое наследие в виде современных птиц, являющихся потомками древних терапод. Но каким бы невероятным и загадочным ни было это событие, наша история о жизни динозавров не оканчивается. Исследователи продолжают раскрывать новые детали, добавляя глубину и красочность к пониманию прошлого. Мы уже в пути к новым исследованиям и находкам, которые могут изменить наше представление об этих древних титанов. Современные исследования и находки. Современные исследования палеонтологов поражают своими находками, и технологии, такие как компьютерная томография и 3D-моделирование, играют ключевую роль в раскрытии тайн динозавров. Эти методы позволяют детально изучить структуру окаменелостей и даже воссоздать их внешний вид с невероятной точностью. В Южной Америке, например, обнаружен новый вид титанозавра Аракар ликанантай в Чили, который добавляет глубину нашему пониманию этих гигантов. Также в Аргентине были найдены останки, которые, как предполагается, могли принадлежать самому крупному динозавру, когда-либо жившему на Земле. Эти открытия делают наше знание о динозаврах еще более детализированным. Хотя исследования ДНК динозавров пока не дали результатов, поскольку ДНК внутри мезозойских окаменелостей полностью деградировала, ученые продолжают находить косвенные свидетельства теплокровности у некоторых видов. Изотопный анализ окаменевших костей, хотя и не вычисляет точную температуру тела, все же предлагает интересные гипотезы. Среди новых удивительных находок Миросаура граувагели, впервые описанные в 2025 году. Этот динозавр с уникальным переподобным гребнем подтверждает, что открытия в палеонтологии могут в буквальном смысле переписать науку. Технологии совершенствуются, и с каждым годом у нас появляется все больше возможностей заглянуть в самый глубокий уголок прошлого. Остается только догадываться, какие еще сюрпризы и открытия ждут впереди, оставляя интригу и свет надежды для будущих исследований. В завершение нашего пути размышления о том, какой загадка ждет нас за следующим камнем прошлого. Заключение и размышления. Заявленные динозавры, такие как музавр, патагонский или сатозавр, открывают нам завесу над миром социального поведения существ, обитавших почти 200 миллионов лет назад. Эти древние гиганты формировали социальные группы для защиты от хищников и выживания в непредсказуемых геологических эпохах. У музавра обнаружены уникальные гнезда, где яйца разного возраста свидетельствуют о постоянном месте обитания. Исследования, проводимые с помощью синхротрона и СРФ и компьютерной томографии, раскрывают перед учеными окаменелые скелеты без их разрушения. Это позволяет реконструировать не только внешний вид динозавров, но и предположить аспекты их повседневной жизни. Хотя социальное поведение получает подтверждение, такое как жизнь стадами у листозавра, охотничьи стратегии остаются пока в гипотезах. Связь динозавров с современными птицами давно научно признанный факт, и находки перьев и костей тераподов укрепляют эту идею. Климатическая эволюция и константные адаптации древних существ продолжают поражать воображение, прослеживая, как они приспосабливались к изменяющимся условиям, выживая и процветая. Эти исследования, нарастающие как снежный ком, открывают нам поразительные аспекты их жизни и дают ключи к пониманию того, как формировалась жизнь на Земле. Каждый новый шаг в палеонтологических исследованиях приближает нас к постижению этой великой мозаики прошлого, мотивируя ученых и впредь исследовать невиданные горизонты под покровами прошедших веков.